Итак, всем привет! Мы с вами начинаем делать Telegram-бота на Java и Spring Boot, как мы с вами говорили в одном из предыдущих видео. Чтобы лучше понять, как все это работает, в качестве примера создадим простенького бота для Telegram. Если эта тема вам будет интересна, что ж, пишите в комментариях, тогда будем делать что-то более серьезное. То есть, как я уже говорил в каких-то видео, что я сам достаточно плотно занимаюсь телеграм-ботами, мы действительно можем что-то очень серьезное и интересное сделать. Вот. Хорошо, скорее всего, сегодняшнее видео будет длинным, да, мы запишем сразу весь процесс, не будем его резать на несколько. Значит, что нам понадобится? В первую очередь нам нужен Telegram аккаунт. Я думаю, с этим проблем ни у кого не должно быть. Дальше. В Телеграме нам нужно найти специального бота, с помощью которого мы, собственно, и создаем всех остальных ботов. То есть в данном случае он нам должен выдать имя нашего бота и API-ключ, с помощью которого, собственно, и будет происходить взаимодействие с телеграммовским бэкэндом. Да? В поиске, значит, ищем BotFather, он назывался. BotFather, да, вот он. Да, обратите внимание, тут есть различный BotFather, да, верифицированный аккаунт должен иметь такую штукенцию, да. Старт, ну и, собственно говоря, вот меню. Да, нам нужно создать нового бота. Имя, опять же, ваш выбор. Да, назовем Spring Demo Bot. Ну и, собственно, юзернейм. Да, обычно делаю то же самое. Вот, единственная разница, что имя бота не обязательно содержит бот, да, слово бот, но юзернейм это то, что вы будете видеть, пользователи будут видеть при общении с ботом, и там обязательно должен быть бот. Хорошо. Зарегистрировали. Вот ссылка для общения с ботом. И очень важно, что нам API-ключ. Да. Он нужен, как я сказал, для общения, взаимодействия с телеграммовским бэкэндом. Да. И обращаю ваше внимание на то, что тот, у кого есть вот этот вот API-ключ, он, в принципе, может выдавать своего бота за вашего. Да. Поэтому данный ключ должен, естественно, храниться в секрете. Вот. Собственно говоря, его можно поменять. Да? Его можно поменять. MyBots. Да? И API token. Revoke. И он генерирует новый. Да? Собственно говоря, после записи видео я сгенерирую себе новый. Да? Так, перейдем в наш бот. Вот наш ботик. Старт. Как минимум, старт — это та команда, которая должна поддерживаться всеми ботами. Так как пока у нас ничего нету, никакого взаимодействия нет, бота нет, соответственно, ничего не происходит. Хорошо. Так, бот у нас зарегистрирован. Теперь, итак, API-ключ у нас есть, все у нас есть. Теперь мы должны создать, собственно, Spring проект. Да, как мы помним, мы это делаем через Spring Initializer. С одной стороны, если у вас IntelliJ Ultimate, то вы непосредственно можете оттуда сгенерировать. Вот. Значит, Maven проект 2.7.1, последняя версия, стабильная, не снапшотовская. Значит, групп, артефакт, Spring Demo Bot. Опять же, названия могут быть любыми. Я буду использовать 11 Java.
Java 2.7.1, группа артефакт 11 jar. Generate. Хоп. Так, сгенерировалось. Открываем наш проектик. Открываем наш проект. Так, можно ли тут открыть? Да, можно. Открываем наш проект. Как мы видим, Maven сразу же начал синхронизацию, да, скачиваются необходимые библиотеки. Так, откроем pom.xml, посмотрим, что у нас тут есть. Spring Boot Starter Parent — это родительский проект, соответственно, все зависимости для Maven, версии и так далее берутся оттуда. 2.7.1, хорошо. Все у нас есть. Так, единственное, что нам нужно добавить пока что вручную, это, собственно, библиотека, телеграммовская библиотека, с помощью которой мы и будем взаимодействовать с телеграммовским бэкэндом. Да? Вот. Значит, новый dependency. Группа ID у нас org telegram. Собственно, сам артефакт — это Telegram Bots. И для полноты еще добавим версию. Версия у нас с вами последняя, которую, по крайней мере, я использовал, это была 5.6.0. Да, все встало на свои места. Хорошо. Так, опять же, версию мы с вами сделаем как свойство. Version. И, соответственно, чтобы там потом по коду ее не искать, мы будем через свойства ее менять. Вот так. Отлично. Все это у нас с вами есть. А потом при желании, кстати, можно посмотреть последнюю версию, какая используется, и поставить ее. Мы это чуток попозже сделаем. Итак, смотрим наш проект. У нас с вами есть сгенерированный класс, да, в конце application, аннотация Spring Boot Application, которая, собственно, будет загружать наше приложение. Да. Как видите, никаких контекстов создавать нам не нужно, да, как мы делали с вами в предыдущем проекте. То есть здесь все есть. Так, начнем мы с вами с ресурсов, с папки ресурсы, где у нас есть Application Properties. И здесь нам нужно вписать два свойства, да, которые мы будем потом считывать с помощью аннотации value. Да. Нам нужен bot name, да, это то имя, которое мы вводили тут, да, username. Да. И второе — это bot key. Это тот самый API ключ. API ключ. Так, самый последний — это у нас вот этот. Хорошо, это мы с вами сохранили. Дальше. Создадим с вами новый package или же пакет. Да, назовем его config. И здесь мы с вами будем делать все, что относится к конфигурации. Да. Создадим конфигурационный класс. Так его назовем его, например, bot config. И в нем у нас будет два свойства. String bot
bot name и string token. По-моему, токен он официально называется. Токен, да. Хорошо. Токен. И здесь нам тогда для того, чтобы работала аннотация value, как вы помните, нам необходимо добавить пару аннотаций для нашего класса. Первое это configuration. Так, что нам еще нужно? Нам нужен property source, да, чтобы указать, где находятся свойства, которые будут считываться через value. Да. Так. И так. Это у нас был bot name, да? Bot name. И тут у нас, соответственно, bot kibble. Ну, переименуй в токен, да, чтобы у нас не было. Так, можно, конечно, использовать просто токен, просто name, но если у вас файл свойств очень большой, рекомендую использовать в начале некие префиксы, которые обозначают, к чему конкретно относится это свойство. Так, и нам еще нужна аннотация дата. Все правильно, аннотация дата, она из другой библиотеки. Сейчас мы с вами еще посмотрим одну очень полезную библиотеку, которая очень часто используется в сочетании со Spring. Это библиотека Lombok. Да? Она предназначена для более удобной манипуляции с классами. Да, то есть там конструкторы, сеттеры, геттеры и так далее. То есть, ну, по ходу дела мы с вами разберемся. Потом еще будет 100% отдельное видео про нее. Project Lombok. И сама так называется. Так, ну-ка, давайте-ка. Так, все подкачало. Так, и теперь дата. Да, из Lombok у нас. Да, собственно, дата — это аннотация, которая автоматически создает конструкторы для класса. Да? Хорошо, это у нас есть. Конфигурационный класс есть. И, собственно, теперь нам нужно создать нашего бота. Да? Так, сделаем еще один пакет, сервис. Да, то есть это, в принципе, стандартный пакет для Spring приложений, в котором находятся классы, которые непосредственно взаимодействуют с удаленным бэкэндом. Да? Сервис. И здесь создадим наш главный класс нашего приложения Telegram Bot. Так, повесим на него аннотацию component, да, о которой мы с вами говорили. Да, то есть она позволит автоматически создать экземпляр Spring. И, собственно, класс, если мы хотим, чтобы данный класс общался с телеграммовским бэкэндом, то он должен расширять класс, который определен в телеграммовской библиотеке, которую мы с вами добавили. Telegram, так, как там было? Telegram Long Polling Bot. Да, в принципе, есть два типа, точнее сказать, два класса, которые мы должны расширять. Можем, точнее, расширять или Telegram Long Polling Bot, или еще один бот.
о котором мы с вами будем говорить в следующий раз. Реализация Telegram Long Polling Bot, она более простая. Да, то есть в чем разница между ними? Был еще Webhook, по-моему, он назывался. Да, Webhook-бот. Да? В чем между ними разница? Webhook-бот — это тот бот, который, то есть когда происходит взаимодействие пользователя с ботом, каждый раз, когда пользователь будет что-то писать боту, наше приложение будет уведомлено об этом и, соответственно, будет что-то делать. Long Polling Bot, здесь никаких уведомлений нет. Бот сам периодически проверяет, а не написали ли мне что-то. Да? Вот. Telegram Long Polling Bot пусть будет. Вот. Соответственно, Webhook бот более эффективен, и особенно если у вас много пользователей. Для начала мы с вами будем его использовать, потом посмотрим, как Webhook используется. Имплемент, да? Соответственно, есть три метода, которые мы должны реализовать, если мы хотим, чтобы наш класс реализовал Telegram Long Polling Bots. Это, соответственно, токен, getBot токен, то есть мы через него должны наш API-ключ предоставить, username, соответственно, имя бота и, собственно, главный метод onUpdateReceived, то есть что делать, что должен делать бот, когда ему кто-то пишет. Да? То есть update — это класс, который содержит как раз сообщение, которое пользователь посылает боту. Плюс куча еще другой информации, например, информацию о пользователе, который написал боту. Да? Хорошо. Так, чтобы нам get username, нам нужен наш класс botConfig. Да, соответственно, у нас будет botConfig. Да. Сделаем его final, так как он меняться не будет. Так, эта ошибочка потом пропадет. Так, get bot username. Соответственно, username. Так, Telegram. Так, что нам еще нужно? Нам нужен конструктор. Правильно, нам нужен конструктор. Public Telegram bot. Да, и в качестве параметра у нас будет botConfig. Botconfig. И, соответственно, this config — это у нас config. Отлично. Да? Все зависимости будут автоматически добавлены. Все будет хорошо. Так, теперь. Так, идем дальше. Значит, теперь у нас есть три метода. getBotUsername, getBotToken и onUpdateReceived, которые нам необходимо реализовать. Да? Начнем с самых простых. Username и токен. Да? Эти значения нам доступны через botConfig. Да? Соответственно, config getBotName. Да? То есть мы с вами использовали, обращаю внимание, в классе botConfig аннотацию data, которая в числе прочих для каждого из свойства класса botName токен для каждой из переменных добавляет getter, setter в числе прочих, да, соответственно, нам это доступно. Да, то же самое в токен. Добавляем config get token. Отлично. Ну и, собственно, onUpdateReceived. Это главный центральный метод не только этого класса, но в принципе и всего приложения. Именно здесь происходит обработка того,
что пишет, шлет нам пользователь, и, соответственно, возвращается ответ. Да? В первой версии мы с вами тут ничего сильно мудрствовать не будем. Сделаем что-нибудь попроще. Да? В первую очередь надо для того, чтобы пытаться понять, что нам пользователь написал, сначала необходимо убедиться в том, что, собственно, там есть что проверять. То есть, что есть текст, и, соответственно, чтобы не получить null pointer exception, да, has message, да, то есть мы получили update, и в этом месседже у нас есть текст. Да. Тогда мы можем смотреть get message, да, и get, не get, а has text. Has text. Хорошо. То есть мы убедились, что нам что-то прислали, и там есть текст. Так. И тогда мы с вами можем попытаться обработать то, что нам написали. Message text. Значит, update, get message, get text. Да? Получили. И. Тогда мы с вами что мы сделаем? Сделаем switch. Switch как демонстрация. И в зависимости от того, что у нас в message text, мы будем что-то делать. Да? Case start. Да? То есть это любое взаимодействие с Telegram-ботом, с ботом начинается через команду start. Да? Вы видели, как мы начинали с бот-фадером общаться. У нас даже была большая кнопка start. Большая кнопка Start, которую мы нажимали, и начиналось, собственно говоря, общение. Да? То есть старт — это всегда новый пользователь начинает общение с ботом через старт. Так, хорошо. Создадим еще какой-нибудь метод. Private start comment received. Private void. Да? Хорошо. Так. Ой, что я не сюда, не туда впихнул. Извиняюсь, вот сюда. Да? Значит, это start comment receive. Да? Что мы будем передавать в качестве параметров? В качестве параметров, чтобы, да, это важно, чтобы бот мог нам написать, ему необходимо знать чат ID. Да? То есть это ID, который идентифицирует пользователя. Потому что с ботом может общаться одновременно, естественно, множество людей. Чтобы он знал, кому что отправлять, есть параметр чат ID, да, который содержится в каждом апдейте. И при посылке, соответственно, мы должны этот параметр использовать. Get message и get chat ID. Соответственно, первое, что мы должны будем передать, это чат ID. И второе, что мы с вами передадим, в качестве демонстрации, опять же, update. Содержится куча всего. Например, информация о том человеке, который нам пишет get chat. И здесь нам доступно множество данных, например, имя пользователя. Да? Вы знаете, что в Телеграме оно обязательно. Например, вот так сделаем. И теперь так, добавим сюда. Значит, long
chat ID, string name. Так, хорошо. И теперь, что ж, реализуем. Так, давайте тогда string answer. Да. Ля-ля-ля-ля. Hi, запятая, плюс name, запятая, nice to meet you. Да? И после этого мы можем, в принципе, этого достаточно, чтобы ответить. Да? С вами отвечаем. Так, создадим еще один метод для отправки сообщений. Да? Send message. У нас здесь long chat ID будет и string text to send. Так, и, соответственно, чтобы отослать, есть специальный класс send message. Send message. Message, да. New send message. Дальше message set chat ID, да, как я говорил, чтобы что-то отправить, обязательно чат ID должен быть. Чат ID string тут немного странный API у Телеграма. С одной стороны, когда мы чат ID получаем из месседжа, это long тип, да, но когда мы хотим тот же чат ID присвоить исходящему сообщению, то почему-то это string. Да? Ну, это немножко странно, на мой взгляд. Ну, ладно, как есть, так есть. И, наконец, message set text. Text to send. Ну и, собственно, после этого мы можем пробовать отправить. Да? Используем try catch, да, потому что что-то может, естественно, пойти не так. Да-да-да. Unhandled exception. Да? Может быть у нас exception, Telegram API exception. Да, соответственно, так. Вот так, да. Так, Telegram exception. Exception. Yeah. Да. Так, в следующем видео мы добавим логи. Тогда мы будем обрабатывать все эти кетчи, да. Просто system out println мы уже использовать не будем. Будем все делать по-взрослому. Это в следующем видео. Значит, отправляем, если все окей. И, соответственно, здесь мы вызываем send message chat ID и text to... Ой, как он назывался? Answer. Да? Так. Handled exception. Да. Да, exception может вызваться, когда мы вызываем этот метод, потому что есть send message, соответственно, есть execute, а execute выбрасывает эти... Так, что тут у нас? Так, хорошо. Так, это у нас есть и. Ну и давайте добавим default, да. То есть, соответственно, если никаких команд, которые мы поддерживаем, пользователь не ввел, ну, в данном случае мы поддерживаем только старт, на все остальное мы будем слать сообщение, мол, извини, брат, пока что это не поддерживается. Да. Sorry, command
was not recognized. Да, try catch. Вот, собственно говоря. Так, это у нас есть. Что нам еще необходимо? Что нам еще необходимо? В принципе, нам осталось создать последний класс, который, собственно говоря, будет инициализировать нашего бота. Добавим его в config. Так, это тут какие-то у меня плагины не грузятся. Добавим config в config вот, initializer. Назовем его так. Bot initializer. Так, это аннотацию component. Ну и, собственно говоря, здесь мы с вами инициализируем нашего бота. Да? Добавим нашего телеграмма бота. Аннотация autowired, чтобы он автоматически Spring его подключил. Ну и аннотация event. Так, как же она была? Event listener. Да. Event listener. И это у нас будет контекст refreshed event. Да? То есть на изменение .class. Так. Public void init. Инициализируем. И он, естественно, выбрасывает Telegram API exception. Да, кстати говоря, если мы сейчас здесь добавим Telegram API exception, мы, скорее всего, сможем отсюда убрать все эти API exception. Нам надо было, наверное, сначала bot initializer сделать. Ладно, значит, Telegram bots API нам нужен. Bots API, new, Telegram bots API и default сессия, да, default bot session. .class. Да? Если мы будем впоследствии, вам эта тема будет интересна, мы будем продолжать говорить о Telegram-ботах, то мы все это разберем более подробно, да? Потому что сейчас останавливаться на event listener, например, что такое контекст refreshed event, если вам это не сильно интересно, особого смысла нет. Да? Будет интересно, мы все это разберем, пройдем и не раз. Значит, Telegram PI-бот, Register bot. Да, и как мы видим, есть два типа long polling bot и webhook. Мы реализуем пока что более простой long polling bot. И это наш бот, да, который мы зааутовайрили. Хорошо. И теперь, естественно, catch. Telegram API exception, Да. Опять же, пока мы здесь ничего не пишем, здесь мы будем логи писать. Да, пока что у нас этого нет. Это будет в следующем, на следующем этапе. Так, ну, по моей теории мы должны сейчас мочь убрать. Так, это мы, да. А вот это нам, по-моему, уже не нужно. Или нужно? Нет, не должно быть. Так, catch нам. Так. Да, нам это больше не нужно. Опа. Так, естественно, не забываем, господа, о брейке, да, о том, о чем я сам забыл. Так, start received, да, уберем и отсюда, да, то есть то, что нам не нужно, мы убираем. Так, send, try catch, здесь нам нужно, да, потому что execute может выкинуть exception, здесь try catch нам нужен. Так. Ну, собственно, господа, это все. Я думаю, что мы можем попробовать запустить нашего бота и посмотреть,
посмотреть, как это работает и работает ли. Так. Так, запустилось. Вроде все. Хорошо, полет нормальный. Так, теперь переходим по нашей ссылке Spring Demo Bot и пробуем еще раз отправить старт. Хоп. Ну и вот, смотрите. Hi, Дмитрий, nice to meet you. Да, то есть это вот то, что мы с вами, сделали. Да, мы ввели старт. Соответственно, сработал этот кейс. И start command received, вот он нам пишет Hi, nice to meet you. И, соответственно, использует name. Да? Name мы с вами получаем из getChat метода. Там есть множество методов, относящихся к тому человеку, который нам пишет. Да? В данном случае в этом телеграм-аккаунте мое имя Дмитрий. Вот он нам написал nice to meet you. Да? На все остальное он нам будет писать sorry, command was not recognized. Да? Хорошо. Собственно говоря, на этом все. Как вы видите, мы получили с вами работающего бота. Обязательно пишите в комментариях, интересна ли вам эта тема или нет. То есть стоит ли ее продолжать. В любом случае будет еще одно видео, в котором мы с вами поговорим о том, как мы будем писать логи для нашего приложения. И второе видео, или может быть это будет в одном видео, мы с вами поговорим о том, как, собственно, данное приложение запустить на каком-то сервере, на Linux сервере в качестве сервиса. Да? То есть потому что вот мы сейчас запустили его, оно работает. Да? То есть как только я его в IntelliJ останавливаю, мы начинаем что-то писать, все, бот наш больше не работает, потому что связи между телеграммовским бэкэндом и нашим ботом, естественно, нет. Да? Соответственно, если мы хотим, чтобы наш бот работал 24/7, мы его должны на удаленный сервер закачать, запустить в качестве сервиса, чтобы он непрерывно работал. Об этом мы тоже поговорим в одном из следующих видео. На сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Если были какие-то оговорки с моей стороны, что-то я не так сказал, где-то оговорился, пожалуйста, пишите. Также обязательно напишите, интересно вам это или нет, стоит ли нам продолжать говорить о Telegram-ботах, потому что через них мы можем научиться много чему, например, работать с базами данных с теми же, да, то есть хранить информацию о пользователях там и так далее. Да. Пишите, интересно, неинтересно. На сегодня все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Если по каким-то причинам вы еще не подписаны на канал, самое время это сделать. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.